Всем привет! Важное изменение с ноября 2024 года для автострахования. Это касается всех украинских беженцев, которые находятся в Ирландии, либо которые приедут в Ирландию. Это очень важный момент, чтобы люди понимали, что потихоньку пора получать все-таки ирландские права, переходить на них, идти обучаться, чтобы у вас не было никаких проблем со страховкой. Попрошу максимально распространить это видео для всех автолюбителей, это будет очень полезно для тех, кто хочет купить здесь машину, либо кто-то хочет сейчас, да, застраховаться, то, конечно, у него с этим будут большие трудности. Первое, это начиная с октября 2024 года пришли первые уже обновления в главные, да, страховые компании, то есть это Альянс был максимально распространен, и многие работали с помощью брокеров, да, получали себе страховку, а также АКСа. Это две страховые компании, которые максимально распространены в Ирландии, и они, как говорится, задают тренд. И вот, начиная с октября 2024 года, Альянс уже дал такое распоряжение, да, о том, чтобы людей с украинскими именно правами не страховали. То есть, чтобы именно напрямую, если человек обращается в Альянс без посредничества брокера, то есть просто напрямую пришел, либо написал, либо в отделение к ним, либо позвонил и говорит, что у него есть украинские права, то ему откажут в обслуживании уже все. Начиная с октября человек, у которого были украинские права в Ирландии, он не мог застраховать автомобиль. Уже эта лазейка ушла, эта возможность была исключена. Начиная с ноября 2024 года, буквально, да, вот сегодня у нас 5 ноября, записываю это видео, прошло немножко времени, то Альянс дал распоряжение о том, чтобы уже и через брокеров, которые с ними сотрудничают, человек не мог зарегистрировать, то есть получить страховку, то есть что его не будут принимать и страховать, то есть это тоже такое серьезное ограничение, и получается лазеек практически не осталось, и людям очень сложно будет в этой ситуации. Но есть кое-какие уточнения и поблажки для тех, кто уже получил страховку. Если вы хотите, чтобы ваши деньги моментально преодолели 1000, 2 и 3000 километров и попали на карты вашим друзьям, близким, родным, либо по бизнесу, чтобы с карты Европейского банка денежки появились на карте Украинского банка, то сервис Paycent это ваш вариант, то есть это тот сервис, которым лично я пользуюсь и лично перевожу каждый день большие суммы денег с одной карты на другую. Лучший курс, молниеносные переводы и ссылочка для регистрации будет в описании. И вот здесь вот вверху, если вы регистрируетесь по этой ссылочке, то для вас в подарок от 1 до 5 переводов сразу моментально бесплатно вы это получаете. Плюс, если вы делаете первый перевод больше 100 евро, то вам бонусом приходит еще промокод на скидку на следующие переводы. То есть регистрируясь по моей ссылочке в этом прекрасном сервисе, как вы видите, у меня очень много видео. Первое, например, видео это там, где я рассказываю полностью с нуля и до 100%, да, как я делать перевод через приложение, через компьютер. То есть я все делал это одним кадром, и деньги пришли за 30 секунд. То есть молниеносные переводы, и никаких проблем просто нету. Легкая регистрация, переходите по ссылочке, которая в описании, либо вот здесь вот вверху, вводите просто свой номер телефона, приходит вам смс-очка, и все. И радость, и быстрые переводы, и никаких проблем я гарантирую, потому что я советую только те сервисы, которыми реально я пользуюсь. Так что если вам нужно переводить деньги друзьям, близким, либо вы работаете в интернете и вам нужно молниеносные быстрые переводы, то сервис Paycent это то, что вы давно искали и то, что я помог вам найти. Регистрируясь обратно же по моей ссылочке, вы ничего не теряете, а только приобретаете. Там, конечно, выбор за вами. Регистрируется по моей ссылке, либо нет, но регистрируясь по моей ссылочке, вы получаете кучу бонусов, потому что я сотрудничаю с этим сервисом, и когда человек
человек регистрируется по моей ссылочке, то вам будет максимально, к вам будет максимально комфортно относиться, плюс у вас будет еще лучший курс. Курс это тоже очень много решает. Знаете, копеечка копеечку, да, бережет. Так что имейте в виду. Также не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Многие смотрят мои ролики, не подписавшись. Очень важно для развития канала оформлять подписочку, ставить лайк, комментарий, то есть вести какую-то, да, активность на канале. Неважно, это позитив, негатив, я принимаю любое мнение, оно для меня важно. Также, если вам интересен мой эксклюзивный контент, то становитесь спонсором, нажать «Стать спонсором», там у меня уже есть первый ролик, как найти жилье за 700 евро, за 950 таунхаусы в Ирландии. Партнерство, спонсорство начинается от 99 центов. Там первый ролик, он бесценный, мой опыт, который я копил здесь 2,5 года. Я поменял не одну квартиру, и там есть ссылочки на те агентства, которыми я пользуюсь. Так что, если у вас проблема с жильем в Ирландии, пожалуйста, становитесь спонсором, смотрите мой ролик и пользуйтесь моими советами. Всех обнимаю, приподнимаю, всем хорошего настроения и спасибо каждому за любое из этих действий. А мы продолжаем обсуждать изменения в страховании украинских беженцев в Ирландии. Всем нужно подсуетиться, подготовиться и самое главное это получить ирландские права. Вот мой плейлист «Водительские права в Ирландии». Тут уже у меня 14 роликов, то есть я записал первый ролик, это про то, как тест по теории я сдавал, как я готовился, где я искал информацию, потом как сдавал и дальше под пунктом. Сейчас у меня остался, да, последний этап, это я стою сейчас в очереди на экзамен по вождению. Это самый сложный, да, этап и самый долгий. Нужно долго ждать, потому что очередя очень большие. Так что имейте в виду, если вы хотите начать свой путь по получению ирландских водительских прав, то прошу, заходите в мой плейлист, смотрите мои ролики, начиная с первого, и поверьте, мои ролики помогут вам достичь того же уровня, на котором сейчас я нахожусь. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь еще раз на канал и смотрите мой плейлист. А мы продолжаем обсуждение того, что же теперь, да, доступно украинцам. Смотрите, Альянс теперь, да, начиная с октября напрямую не принимал украинских беженцев, то есть тех украинцев, которые были с украинскими правами, а теперь и через брокеров, начиная с 1 ноября, они не принимают уже людей и через брокеров. Но есть один плюс в том, что Альянс сказал, тех людей, которые уже до этого получили страховки, они будут им продлевать их. И неважно, даже если у человека, ну, украинские права, да, в большинстве случаев это так и есть, то никаких проблем с этим не будет. То есть, если человек уже является клиентом их страховой компании, как и АКСа, тоже никаких проблем с этим не будет, то продлевать страховку они будут, но новеньким не будут, то есть тем людям, да, которые сейчас проснулись, раздуплились, они не смогут уже оформить ни через брокера, ни напрямую в Альянсе страховку, если у вас украинские права. У меня сейчас права learner, то есть ученика в Ирландии, да, с помощью них можно оформить, но там просто зашкаливает именно цена просто нереальная. Я ввел данные, мне выбило 2900 евро, да, почти. Это очень много, то есть нужно получить полные права, и тогда, конечно, уже обратно пытаться оформлять. Будет меньше цена, это во-первых. Ну и второе, ты будешь больше, да, себя чувствовать лучше, потому что с вот этими правами можно ездить только в сопровождении. Ясно дело, многие нарушают эти правила, ну и потом получают штрафы и вот эти вот баллы, да, из-за которых потом у вас могут лишить прав. Следующий момент, еще кое-что, такая важная информация, это то, что АКСа сказала, что она не принимает только, у нее немножко другие правила, вы понимаете, частные компании, они сами для себя решают, кого принимать, кого нет, они имеют право менять, как им это угодно. Альянс сказал, что все, никаких новеньких украинцев с украинскими правами они не принимают. Пожалуйста, есть ирландские права, есть европейские права, без проблем принимаем, нам национальность не имеет значения, но украинские права почему не котируются? Потому что они, эта страна не входит в Евросоюз, в этом вся загвоздка.
Акса сказала немножко по-другому. Мы не принимаем именно теперь тех людей, которые в Ирландии находятся больше года. То есть, если человек находится больше года, они опираются теми правилами, что, как вы знаете, если человек приехал из страны, которая не входит в Евросоюз, то ее права, да, действуют всего лишь год, а после человек обязан сдать на те права, ну, получить той страны, в которой он находится. И вот это, я понимаю, что они отталкиваются именно от вот этих вот правил. То есть, если человек находится год на территории, да, страны, то есть Ирландии, если больше года, то все, они не принимают тоже заявки по украинским правам. То есть никак невозможно это сделать. Обратно же, мне кажется, что это так они сказали для хорошего словца. Мне кажется, уже и Акса давным-давно не принимает, как и Альянс, потому что Альянс это самый большой, да, большая страховая компания, которая такая мощная, и она рынок хорошо так держит в кулаке, то если Альянс сказал, что не принимает уже вообще по украинским правам, по факту, ну все, только либо ирландские, если у вас есть, да, ну, то есть другого варианта в принципе нету. Ясное дело, сейчас многие начнут мутить, крутить, брать какие-то, обменивать польские там, литовские и тому подобное. Я бы вам это не советовал делать, потому что вы понимаете, если раскроется то, что вы подделка документов, то потом это уже абсолютно уже другие статьи, другие штрафы, и тут можно загреметь просто в тюрьму за то, что вы подделали тот или иной документ. Многие накручивали через брокеров свой стаж и тем самым снижали себе цену на иншуренс, да, то есть на страховку. Это тоже многие проверяли потом, и у людей были большие проблемы. Я вам советую, если вы хотите остаться в Ирландии, просто начните свой путь по тому, чтобы получить ирландские права. Не все так страшно, как кажется. Главный страх и главный дискомфорт это просто ожидание, да. Все очень долго делается, и по факту, если вы начнете даже, ну вот, с нуля, как я начал, то я так приблизительно посчитал, то мне все это выйдет до около года, чтобы получить, и то это же не полные права, я буду с буквой N, да, еще ездить, то есть New Driver, это еще 2 года нужно отъездить, чтобы получить уже полные, прям полные, и быть уже таким хорошим, стабильным, настоящим водителем в Ирландии. Это так работает, по-другому ты не можешь. Ты можешь там взять, да, купить какие-то фальшивые, поддельные какие-то документы, все это оформить, но ничего хорошего с этого не выйдет. Я вам бы это не советовал, никаких манипуляций делать. Можно потерпеть, можно как-то все сделать по-нормальному, по-человечески, по-цивилизованному. У нас нет машины по сей день, мы терпим, мы ждем, мы учимся, чтобы все сделать так, как надо. Так что вот такие вот новости, вот такие вот изменения с 1 ноября 2024 года для тех, обратно же, у кого украинские права, просто украинские права. Дальше, если у вас будут ирландские права, к вам никаких претензий, никто не делает акцент на национальности. Просто есть законы, и просто украинцы и так перепрыгнули все эти правила, все эти законы, и потихоньку Ирландия и остальные, да, страны Евросоюза, да и мира показывают, что потихоньку снижается помощь, потихоньку снижаются все привилегии, потому что люди должны потихоньку уже притираться и как-то приспосабливаться к реальной нормальной жизни без каких-либо обходов, да, и каких-то VIP программ и каких-то исключений из правил. Исключения уже были и так. В 2022 году Ирландия вообще давала свои права, просто меняла, забирала украинские и давала сразу автоматом ирландские. При том, что руль, вы понимаете, да, абсолютно с другой стороны. По факту такими вещами невозможно вообще заниматься, потому что человек должен все-таки пройти какое-то обучение, и главная, страна не входит в Евросоюз. Вот что важно. А правила отличаются, ну, бонусом, потому что война давались и менялись права. Но хотя они давались всего лишь на год, тут тоже была по-своему своя лазейка. Они не давались, да, на 10 лет, как выдаются полные права в Ирландии, ты получаешь их потом на 10 лет. То есть вот так вот по чесноку все делается, но они решили сделать доброе дело, но по факту просто на год, и потом, когда человек хочет уже обменять, они отменили эту акцию, вы отдали обратно украинские права, и человеку теперь нужно обратно учиться. По факту у него уже были ирландские права в руках,
но всего лишь на год. Вот такая вот лазейка, вот такие вот моменты. Если вы что-то знаете по поводу страховок, по поводу изменений, либо знаете, что какие-то страховые еще принимают с украинскими правами в Ирландии, пишите в комментариях название компании, свой опыт, свой experience, то есть будет очень интересно почитать. Если что, я дополню это видео, либо запишу новое, либо напишу в описании дополнение к тому, что если эта информация будет проверенная, то, конечно, мы все изменим, все поменяем. Обратно же, я не автолюбитель, не автоэксперт, я знаю, говорю то, что говорят люди, то, что мне передали, то, что человек брокером работает, и ему такое письмо пришло от Альянса, то есть это проверенная информация, но обратно же вы должны ее перепроверить. Если вы не доверяете моей информации, звоните в эти компании, пишите им в техподдержку, узнавайте. Я думаю, ответ будет такой, какой я только что озвучил. Всем добра, позитива, хорошего настроения. Всегда на связи, держу в курсе.